Ваша задача успеть уничтожить все сервера Лолотьюба до того, как он запустится. Удачи! Это просто что-то невероятное. А тут уже интересно. Альманах Лололошки. Ключевые события 2024. Сезон приквел Падение. Серия номер 3. Сюжетный поворот. Какого хрена? Здорово, YouTube! У микрофона Фикс. Отдельный привет всем подписчикам Лолошки. Здравствуйте. Всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. И добро пожаловать в будущее моего канала. Чтобы вы понимали, это буквально единственное, что я могу сказать про данное видео. Да, о том, что мы будем записывать этот ролик, ребят, я вообще узнал минут 10 назад. Дамы и господа, добро пожаловать в рубрику Фиксплея. Рубрику, в которой Фиксплей в одиночку является строителем, режиссером, художником, сценаристом, гитаристом, хоккеистом, ну и всякое такое, короче. В общем, Фиксплей в одиночку создает полноценную сюжетную карту. Собственно, это все, что я могу сказать. Но, опять же, фраза «будущее моего канала» звучит прикольно. Именно. Всем привет. Привет, Ромочка. И сразу скажи мне, ты знаешь, что станет с тобой и твоим каналом через год? Через год? Нет. А через лет 5? Что? Нет? А через 20 лет? Бога ради, я же говорю нет! Вот-вот. Поэтому сегодня я построил карту, которая не только расскажет, но и покажет все твое будущее. Будущее. Да, кажется, я уже понял. Это прикольно. Заранее говорю, что по наследству я экстрасенс, и все показанное на этой карте правда и только правда. Я ни в коем случае это все не придумал. Ты меня понял? Хорошо, хорошо. Не, ну вообще, судя по вот этому началу, я уже так понимаю, я из какого-то не самого радужного прошлого иду в светлое будущее. Хорошо? Конечно, конечно, конечно. Конечно. Какого черта? Так, ладно, скажи мне, ты готов? Чтобы начать проходить мою карту, достаточно просто тыкнуть по этой кнопке. Назад дороги не будет, Ром. Начать путешествие. Так, подожди, вообще, опять же, я пришел из прошлого, в которое... Нет, не могу вернуться, ладно. Я просто на всякий случай проверить, мало ли. Правильно, правильно. Это хороший настрой, молодец. В будущем, значит, меня ждет теплая батарея и камера. А в прошлом... Ну, в целом, я не хочу заглядывать в прошлое. Да. Так, начать путешествие. Что, прям можно нажать, да, получается? Можно, можно. Получается 3, 2, 1, получается? Получается 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oh shit, it works. Ой, перенастраиваю языковой модуль. Извиняюсь, я хотел сказать, о божечки, это сработало. Друзья, я вижу, вы в легком замешательстве. Сейчас я все объясню. Я робот Лолошка из будущего. И у меня есть миссия. Моя задача вернуться назад в прошлое, что у меня получилось. И заставить вас, оболтусов, исправить ваши ошибки. Слушайте меня внимательно. Я построил эту машину времени. Вы должны отправиться в будущее и изменить ход вашей истории. Мой оригинал, то есть настоящий Лололошка из моего времени, сейчас на самом дне. И от этого мне немножко грустно. А все из-за его глупых решений и ошибок. Но ничего, вы все исправите. Залезайте в машину времени, ведь у нас мало времени. Ха, вот это каламбурчик. Так, пойдем, раз он сказал. Сейчас я отправлю вас на 1 год вперед. Встретимся на месте. Запуск программы. Отправление через 3, 2, Ой-ой-ой. 1. Ой! Батюшка! Глава 1. Дамы и господа, добро пожаловать в будущее. Да, Лололошка и Фиксплей. Я перенес вас на 1 год вперед. Именно в это время хозяин совершил свою первую большую ошибку. Он ушел с Ютуба.
Вы можете заметить здание напротив нас. Это здание было куплено Лололошкой, чтобы основать свою версию Ютуба без лагов. LoloTube. Но его идея не стала успешной, и как итог просмотры упали. Ваша задача успеть уничтожить все сервера LoloTube до того, как он запустится. Я свяжусь с вами позже. Удачи! Это просто что-то невероятное. Воу! Голоса времени 17? Чего? Последняя улица. Глазки побежали сразу по всем сторонам. Так, подожди, а давай теперь немножечко коротко поясни, ну, ты как создатель явно больше понимаешь, что сейчас произошло, потому что я просто его слушал, и у меня в этот момент бабочки в голове летали, я думал, господи, как это круто реализовано. Я это, честно говоря, предвидел, и поэтому знаю, что тебе сказать. Итак, если коротко, этот робот действительно из будущего. Этот робот ты. Это я, так, окей. Он построил машину времени, чтобы вернуться к нам в прошлое и попросить нас исправить твои ошибки будущего. Поэтому сейчас мы будем путешествовать по времени и все исправлять. Например, вот это. Блин, и ведь самое-то главное, я знаю, что ты на короткой ноге, а ты легко можешь написать моим сценаристам и спросить, что там может быть. Это же реально может быть через год или сколько ты там сказал, 5 лет? Знаешь, что я тебе отвечу? Что? Может быть, да. А может и нет. Это очень интересно, блин, очень прикольно. Просто представь, потом вот год пройдет, там несколько лет пройдет, кто-то наткнется на этот ролик и такой, вот оно что. Знаешь, я тебе больше ничего не скажу, только хочу спросить, ты вообще понял нашу задачу сейчас? Нам нужно исправить ошибки будущего меня. Да, именно. А вот прямо сейчас мы должны исправить ошибку под названием LoloTube. Ты, Да. как говорится, ушел с Ютуба, основал свою фирму, и она полностью провалилась. Поэтому прямо сейчас мы с тобой обязаны отключить ее сервера. Да-да-да, ведь, как я напоминаю, на Ютубе мы остаемся! То-то же. Так, ладно, нам нужно прикрыть LoloTube. Это действительно плохая идея, не надо было открывать никакой LoloTube, не надо было. Ты еще посмотри на это здание, оно прям, ну, какое-то сомнительное, я не знаю. Да, подсветка даже не горит. Так, получается, офис LoloTube закрыты на ремонт. И как же мы должны закрыть то, что закрыто, скажи мне? Ну, по идее, мы должны как-то туда проникнуть и полностью доломать это здание. Слушай, чувак, я не знаю. Нам сказали про сервера, точно. Ты, судя по тому, что пошел в эту сторону, нам сюда, да? Я пошел в эту сторону, потому что тут тропинка. Только сотрудники, подсобное помещение. Погоди-ка, на всякий случай тут осмотримся. Нет. Так, а что тут? И оно работает, оно открывается. Ой, здрасте. Привет. Так, здесь ничего. Ничего. Это у нас тоже ничего. Опа! Книга и перо. Интересно. Пометил для рабочих, где нужно поставить лестницу. Они, как обычно, задерживаются. Но сервера в подвале уже успели поставить. По планам, у нас скоро запуск. Нужно сделать все красиво. Ага. Опачки. Ты что-то понял? Так, да, я понял то, что это у нас еще не полностью открывшийся LoloTube. И получается, мы должны помешать его полному открытию. Только как же мы здесь пройдем-то? Чтобы пробраться дальше, нам нужно поставить здесь лестницу, которую ты как раз пометил, где нужно ставить. Пометил ли рабочий, где нужно поставить лестницу? Так, а лестница у нас где? Бро, вот тут я тебе уже не подскажу, как бы. Ты это, давай карту, что ли, проходи. Я что, тебе тут нянька, что ли, я не понял? Ты зараза-то, блин, ну подскажи хоть немножечко. Ладно, эта лестница точно не в кустах. Давай по логике. Тебе нужно найти какого-то торговца или место, где можно взять лестницу. Справедливо? Я-то уж думал, что ручками, все ручками. Так, ладненько, значит, мне нужно найти кого-то, кто... О, я вижу человека. Я вижу человека, да, я понял, нам нужна лестница. Так, подъезд номер 1. Слушай, кажется, тот человек это просто прохожий. А зачем ты зашел в этот дом? Не знаю, может быть, здесь есть лестница? Чувак, это была чья-то квартира, ты вот просто вломился и все. Простите. Нельзя так делать, Ой, нельзя. тут еще люди. Здравствуйте. Ладно, не поговорим. Вот они, люди будущего, видно по ним сразу, да? 2025 год. Ну да, точно. Так, ладно, тут походу можно только просто поприветствовать всех.
И все. О, продукты. Продукты. Так. Прошу прощения. Здравствуйте. Ох, посмотрите-ка, кто это здесь? Ромочка! Сколько зимних, сколько летних! Что тебе, как обычно, молочко по акции? Здравствуй, Галя. А извините, вы кто? Как это кто? Ты что, не признал тетю Галю? Нет. И что, даже совсем не помнишь, как впервые пришел ко мне в магазин? И как, глядя на меня, ты выкрикнул «Сердце вселенной». Да-да, голубчик, я, конечно же, понимаю, с какими целями ты сюда ходишь, понимаю. Ну ничего, еще накупишь у меня на кругленькую сумму, и, может быть, можно будет подумать о свадьбе. Что? Какая свадьба, черт возьми, кто такая тетя Галя? Это что, через год у меня реально будет в сезонах тетя Галя? Слушай, она явно что-то не поняла, когда ты выкрикнул «Сердце вселенной». Она восприняла все близко к сердцу. Действительно. Так, но это все еще не лестница. Подъезд номер 1. Сюда тоже можно пройти. Здравствуйте. Но сюда нам тоже не надо. Нам нужен какой-то, знаешь, подпольный магазин, где продают всякие запрещенные товары, лестницы, я не знаю, что еще может быть запрещено. Короче, что-то такое, что прямо кричит о том, что здесь есть лестницы, правильно? Правильно. Например, вот этот гараж. Что? Но он же не кричит. Ну-ка. Ну, в гараже что хранят обычно так? Ну, кресло, лампа какая-то. Я могу прям это все открыть. Здесь у Вау! нас кто-то листья копит. Ля, прикольно. Так, погоди. Тут Это просто не мусор, лестница. видимо. Прошу прощения. О! Ой, извините. Не хотели. Мне кажется, он там что-то варил. Возможно. Не знаю, откуда у тебя такие мысли, но возможно. И остается, получается, последний гараж. Так, ладно. Ой, блин. Так. Запрещенка у Витьки. Часы Опа. работы 24/7. Так, здесь ничего не открывается. Прошу прощения. Привет. Ой, здравствуйте. Да, здорово! Что, приглянулось что-то из моих товаров? Может быть, даже Кока-Кола? Настоящая, реально. Чего? Вообще, да, кое-что заинтересовало. Дайте взглянуть. Взглянуть так взглянуть, глядите. Так, а как вот здесь. Я Вот понял. здесь вот, да. Ага! За 1000 рублев 3 старые лестницы. Сколько? Или за железный слиток, получается, тоже 3 старые лестницы. Ах ты ж зараза-то. Я думаю, надо срезать цены. Ну-ка, поговори с ним про эти лестницы. Что, реально могу? Да, меня кое-что заинтересовало. Да, слыхал уже. Вам старые лестницы нужны, да? И как я понимаю, денежек у вас на них нет. Денег нет. Не парься, не зря же вы к Витьку попали. Я готов отдать вам эти лестницы взамен на вашу помощь. Интересует? Звучит неплохо. Да. Ну, отлично. Знаешь, тут недалеко живет один хряк. Он задолжал мне пару желудей. Было бы неплохо, если бы вы наведались в его квартирку и принесли мне хоть железный слиток, черт возьми. Насколько я знаю, он сейчас не дома. Да и замок у него простенький. Он живет по адресу Новое поколение 16. Вроде как, второй подъезд. Отмычки возьмете в моем сундуке за вами. Все, давайте, жду вас. Ага. Понял. Пам-парам. Ну, отмычки? Незаконные дела, Ромочка. Ты реально готов на это? Я действительно уже нашел парочку или даже 19 отмычек. Сюда. Ладно, что он сказал? Новое поколение 16. Да, подъезд 2. Новое поколение — это не голос времени, не последняя улица. Но где же может? Так. Давай, картостроитель, подсказывай. Так, ну в теории это было где-то здесь. Прям вот около этой крутой машинки. Так. Голоса времени. О, новое поколение 16. Подъезд номер 2. Это сюда. Квартира Таисии. Лифт временно не работает. Квартира кабана. Ага! Вот, какой-то хряк. Блин, Да, слушай, а верно. тут дверь прям прикольная. Бронированная, я бы сказал. Ты чё позвонил? Нас сейчас спалят. Простите, действительно Да, плохая давай, идея. я на шухере, а ты взламывай. Так, ладно, мне нужно взломать квартиру хряка. Боже, чем я занимаюсь? Неужели я действительно таким образом исправляю ошибки прошлого? Я же Всего-то создаю год новые прошел. ошибки. Ладно. Так. О, ты взломал? Я уже все сделал, да. Тут никого? Вроде его О. тут и вправду нет. Будущие желуди, не трогать. Так, а здесь? Чего? Ничего. Реально будущие желуди. Возьму-ка я парочку. Так, ладно, Там смотрим. написано не трогать. Ну ладно. Прости. Может быть здесь? О, свекла, железный слиток Так. и дневник Хрюна, автор Кабан.
Ну-ка. Купил себе вот такую штучку, очень похожую на желудь. Сейчас затестим, какая на вкус. Вот это совсем не желудь. Почему у них такая похожая форма, блин? Видимо, скоро придется грызть железный слиток. Что? Он реально в свекле увидел, что этот, как его, орех? Желудь? Желудь, кстати, похоже, посмотри. Есть такой, есть. Ну, картостроитель, ну придумал, блин, блин. Так, получается, прямо сейчас у нас есть товар, у нас есть на что его обменять, и у нас теперь будет способ, как проникнуть в Лолотьюб. Да. Я не забываю про Лолотью, про самую главную цель — прикрыть то, что мне не нужно было открывать. Так, окей. Собственно, я бы хотел поменяться. Железный слиток, старая лестница. Ну, в целом все. Все, погнали? Да, это было просто. Что это за задания такие, а? Это действительно были ошибки прошлого, ой, в смысле будущего. Это твоя жизнь, бро. Все на реальных событиях основано. Точно. Так, ладно, давай-ка. Получается, раз, два, я сказал, 2, 3. Хорошо. Здравствуйте. Так, что там? Так. А как был создан, интересно, будущий Лолошка в виде робота? Ой, слушай, это я не знаю. Ну, по крайней мере, если что, узнаем потом. Да все Но ты сейчас знаешь, не могу. ты все Я знаешь. ничего тебе не скажу. Ты Я, по-любому да, всё экстрасенс. знаешь. Все знаю, но не скажу. Блин. Продолжаем. Ну ладно. Ой. Где тут сервера? Сейф. Пусто. Пусто. Здесь пусто. Пусто. Это что, правда Лолотьюб? Оп, оп. Какой-то ужасный у больно. тебя Лолотьюб, знаешь? Ай. Отвратительный Лолотьюб. Я тут даже вообще ничего не оставил. Лолошка, который ничего не оставил в сундуке, это не Лолошка. Действительно. Но О. вообще, знаешь... Пройти все равно Нам это нельзя. ничего не дало, да. Знаешь, по-моему, сервера обычно располагают в подвале. Да. А Так. вот и они. Так, а как? Мне получается, правда, это все надо уничтожить? Жить. Ты же в курсе, что просто их выключил? Ты их не уничтожил, как бы. А, да, точно. О, заметки рабочего, коды управления. Ну, давай, наверное, заметки рабочего сначала. Здравствуйте. Сервера установили, все настроили. Программист сказал, что все программы теперь работают исправно. У меня лишь один вопрос к начальству. Зачем нам код для уничтожения серверов, блин? О, Так, ты говорил, вторая книжечка — это какие-то коды управления, да, это правда. Коды управления серверами. Так, здесь у нас есть перезагрузка, включение, выключение, ребут, кэширование, уничтожение. Опачки. И код уничтожения, подожди, реально 0000? Так. Во, кажется, сюда нужно. 0000. Бам! Прием. Мои датчики засекли, что вы успешно справились с миссией. Молодцы. Теперь одной ошибкой меньше. Приготовьтесь. Я отправлю вас на 5 лет вперед. На 5 Три. лет? 2, Ты готов? 1. Эй, ты ничего не замечаешь? Наше общее IQ понизилось на 5 единиц. Да, ты правильно думаешь. Фиксплей пропал. Пропажа фиксплея и есть главная ошибка этого времени. Дело в том, что его так никто и не нашел. Что? Твоя задача выйти на детективный след и исправить это. Спаси фиксплея. И Лололошка, мой дружеский совет. Начни с осмотра своей и его квартиры. Удачи! Стой. Нет! Я ненавижу, когда ты уходишь из ролика вот так резко! Фиксплей, за что мне это? За что? Почему ты меня опять кинул и опрокинул? Так, подожди, еще раз. Что? Фиксплей пропал. Спустя 5 лет фиксплей пропал. Ах ты ж, зараза, ты все уже решил себе на ютуберской карьере, да? Крест поставил, зараза! Так, подожди, твоя задача выйти на детективный след и исправить это. Спаси фиксплей. Не! Через 5 лет фиксплей не пропадет, потому что мы его спасем, я понял. Так, это что, получается, моя квартира спустя 5 лет? Я вижу продукты. Продукты не закрылись, может быть, там даже тетя Галя будет. Личные вещи. О, курятина. Почему тут курятина? Так, тут уже интересно. Альманах Лололошки. Моего будущего Лолошки, получается. Меня будущего. Ключевые события 2024. Сердце вселенной, 15 серия. Тот ролик с фиксплеем.
Смерть ключевое событие будет в 15-й серии Сердца Вселенной? Смерть Возродителя, ноябрь? Это что такое? Почему мне тут такие спойлеры закидываются? Огромная коллаборация. 2025-2029. Сезон приквел GDH. Падение Искры, серия номер 3. Джодах, сюжетный поворот. Какого хрена? Батюшки! Это что, реально так и будет? Так, слушайте, мне кажется, что здесь все-таки от фиксплея много чего, ну, нафантазировано. Ладно, здесь больше ничего нет. У нас, получается, есть курятина, но курятина не нужна. И давай посмотрим, где вообще живет фиксплей. Или это все еще моя квартира? О, увлажнитель воздуха. Так, здесь, получается, записывается какой-то ролик по Майнкрафт, но здесь... Я что, программистом стал? Кажется, да. Там у нас еще какие-то приложенки. О, погоди. А, это туалет. Просто туалет. Ну, зайти, я так понимаю, никуда нельзя. Правильно? Правильно. Так, здесь была какая-то стиральная машинка. Ей тоже не воспользоваться. И это моя квартира спустя 5 лет. Не густо, не густо, честно говоря. А что это? А, это подъезд. Квартира Лолошки. Проверим. О, квартира фиксплея. Просто квартира. И квартира фиксплея открыта. Фиксплей? Что? Почему спустя 5 лет у тебя комп хуже, чем сейчас? Ой. И туалет у тебя какой-то так себе, честно говоря. Так, посмотрим. Повесть о толчке. Какую же артиллерию пережил мой толчок? То, что от него осталось хоть что-то... То, что от него осталось хоть что-то, это уже великое чудо. Из минусов хожу по большому кроме. Из плюсов он не против. Господи. Фиксплей. В своем репертуаре. Так, здесь у нас что? О, сундук. Хайповый ролик. Автор фиксплей. Ну-ка. Вот кто тянул меня за язык пообещать снять видео 24 часа в криминальном районе. С одной стороны, это вроде как большие просмотры, а с другой стороны, блин, на дворе 2029 год. Очень опасно такому бородатому мужчине с нанокамерой разгуливать по криминальному району. Мало ли еще схватит и заставит решать задачи для обучения сверхинтеллекта. Ну ладно, обещал так обещал. В путь. Но перед этим обязательно сходить, кроме по большому... По большим делам. Ладно. А, подожди, ну, значит, он пошел на какой-то криминальный ролик. На съемку криминального ролика. Перед этим обязательно зашел ко мне. Зашел по большим делам. И вот оно. Тут у нас получается туалет. Блин, слушайте, ну мой туалет не разнесло, и на том спасибо. Так, окна не открываются, я понял. Сбежать через окно он, получается, не мог. Следовательно, остается только одно. Нам нужен криминальный район. Квартира Таисии, квартира Джонни. О! А раньше тут был кабан, я помню. Ну ладно. Так. А, это вообще другая улица. То есть Таисия тоже переехала. Продукты закрыты на ремонт. Галя! Нет! Бедная Галя. Так, хорошо. Новое поколение 16, хотя дом в то же время тот же самый. Станция телепорта. Криминальный квартал. А, типа я могу нажать и телепортируюсь? Что это? Книга и перо? Погоди. Пасхалка, уровень фиксплей. Шанс найти средний. Шанс найти, если ты лолошка, крайне низкий. Ха-ха, ну я же нашел! Я нашел эту пасхалку, черт возьми, погоди! То есть ты еще и запрятал какие-то книжки с пасхалками? Подъезд номер 1. Так, не открывается. Здесь ничего. Голос времени 17. Блин, слушайте, улица за эти 5 лет стала какой-то маленькой. Ну ладно, в общем, криминальный квартал. О, внимание, зона криминала. И что ж тут такого криминального-то? Фиксплей! Ты здесь? Эй! Почему это место называют криминальным? Ой, здравствуйте. Не поговорим, да? Ну и ладно. Какого черта? Во всех криминальных районах гильотина. Так. Ой. Эй, ты! А ну подойди сюда! Ты кто такой? Привет. А, ты смелый, погляжу? Чего тебе? Прошу прощения, а вы не видели здесь... Того бородатого парнишку, который пришел снимать здесь челлендж, да?
По тебе сразу видно, что ты из его компании. Да, так вы видели его? Видели. Только нам вот его челлендж не особо сильно понравился. Мы ему предложили другую идейку. В общем, твой паренек сейчас занят. Если тебе так сильно надо его найти, иди к кладбищу. Он там снимает 24 часа в могиле. Ха-ха! Я понял. Кладбище. Привет, ребят. Реально кладбище. Здесь каменная лопата. О, может ломать мицелий. Так, а я... О, я могу открыть. Эй, фиксплей! Фиксплей, ты меня слышишь? Фиксплей, бога ради! Фиксплей! Ромочка! Какого черта? Так долго-то, ё-моё! В смысле, как долго ты, то есть знал, что я тебя обязательно спасу, да? Я минут 10 тут сидел реального времени, ты чё прикалываешься? О, боже мой, фиксплейшка, ну ты забрел, криминальный райончик. Надо было хайповый ролик снять, нет времени объяснять. Прием. Эй, ребята, Лололошка, ты смог. Поздравляю. Но не время сильно радоваться. Хоть вы и исправили 2 большие ошибки, впереди у нас самое опасное время. Я отправляю вас на 20 лет вперед. Приготовьтесь. Какие? 3, 2, Подожди, 1. 20 лет это... Что такое, блин? Не послышалось. А? Какого черта? О, понятно. Добро пожаловать в 2044. Привет. Наконец-то мы с вами встретились, друзья. Знаете, я уже давно хотел у вас кое-что спросить. Так. Вы что, думали, я не замечу, как меняется прошлое? О, батюшки! Да, как только мои сенсоры уловили подозрительные скачки во времени, я все понял. Сразу же понял. Что? Я же ничего не менял. Я знал, когда-то вы окажетесь и в этом времени. Поэтому на протяжении 10 лет строил для вас ловушку. Но я же, получается... А ты жалкий робот. Я думал, ты уже давно сгнил. Значит, решил поменять мое прошлое. Да еще и поручил это дело им? Ха, этим двоим. А что в нас плохого? Мы нормальные. А ты какой-то некрасивый. Нет, не пойдет. Вы будете сидеть здесь, пока я не решу, какое наказание будет лучше. Может быть, долгие мучительные пытки под действием ампулы бессмертия? Или может быть, просто долгие и мучительные пытки без какой-либо ампулы, а? Блин, это что, выйду без реально ампулы. я? Кинь кусок металла. Ладно, ребятушки, мы с вами скоро увидимся. Пока! Я не хочу быть таким через 20 лет. Бро, как бы тебе сказать? Я говорил, что ролик это реальные события. Нет, не говори так! Тихо, не говори! Я ненавижу тебя. Ладно, на самом деле еще есть шанс все исправить. И знаешь, что нужно сделать, чтобы это сделать? Победить меня из будущего? Почти. Но вообще-то нужно набрать 150 тысяч лайков под этим видео. Ха-ха. 150. Ведь это, Ромочка, первая часть, и она подошла к концу. На самом деле, это мой такой эксперимент некий, и мне очень важно посмотреть, зайдет вам, зрителям, или нет. Это, блин, чувак, это вау! Это очень зайдет, я уверен. Слушай, то, как ты это реализовал, типа, путем интеграции, по сути, меня, только в других интерпретациях, это не просто вау, это гипер вау! Мне безумно понравилось. И поверь, Рома, мне еще есть чем удивить во второй части. Так что, ребят, 150 тысяч лайков, и я обещаю, я вас не разочарую. Так, ребят, я вас вот сейчас, я, наверное, никогда так не умолял. Умоляю, поставьте лайк. Я очень хочу, чтобы было продолжение. Прошу вас, подпишитесь, чтобы не пропустить, там, колокольчик нажмите, как обычно упрашивают. Вот так вроде бы и упрашивают. Все в ваших руках, ребята. А на этом этот ролик подходит к концу. Это правда. Видимо, раз уж это первая часть, подходит к концу. Пожалуйста, ставьте лайки. Как же хочется. Как же хочется, реально.
Не забывайте, пожалуйста, что, видимо, выйдет когда-то вторая часть. Все зависит только от вас. Подписывайтесь, чтобы это не пропустить. Ну, а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами был Лол-ложка, другой Лол-ложка, другой Лол-ложка, Робо-ложка. и другой Лол-ложка, и Фиксплей. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Всем пока.